У вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала, всем большое спасибо, что следите за нашими прямыми эфирами. Пламен Пасков на связи прямо сейчас. Пламен, приветствую вас. Приветствую вас и нашу большую любознательную аудиторию, растущую, несмотря ни на все санкционные, технические и другие обстрелы прямой наводкой, которые производят против нас. Потому что мы живем как раз в такие времена, когда вынуждены справлять или вспоминать мрачную годовщину. Ну, смотрите, все так веселятся, если честно. Урсула приехала, букет получила, собираются решительные на видеосвязь, центр города перекрыт. Зеленский записал 18-минутное обращение по случаю, да, в общем, и как вот из пулемета летят интервью Зеленского. Вообще такое ощущение, что это какой-то бенефис Зеленского по всем ресурсам, на всех каналах, печатных, видео, в общем, интервью за интервью. И много нового и много подробностей сегодня мы обсудим с вами в прямом эфире. То, что стало известно к этой минуте, это прямой эфир, поэтому все может несколько видоизмениться позже, потому что по итогам же сегодняшнего дня больших встреч будут новые, свежие порции заявлений. Но пока что вот то, что известно на данный момент, будем обсуждать сейчас. Присоединяйтесь, пожалуйста, уважаемые зрители. QR-код, который видите на экране, возможности канала поддержать и вопрос на экран написать. Также милости прошу в сообщество YouTube, там можно вдумчиво заблаговременно оставить вопрос. В чате трансляции тоже оставляйте свои вопросы. И сообщество закрытое в телеграм-канале Шелеста тоже эта функция имеется. Будем с вами общаться в финале нашей сегодняшней встречи. Ну а пока опрос. Когда все-таки закончится война? Варианты. Весна, лето, осень, год-два будет идти точно. Проголосуйте, что вы думаете. Bloomberg, давайте с этого начнем, публикует материал, где четкий дедлайн есть у Трампа. Это к празднику, к юбилею Соединенных Штатов Америки и своему там юбилею. В общем, 80 лет, хороший подарок для того, чтобы закончить еще одну войну в мире. К этому идет или все-таки вот эти палки в колеса, а их предостаточно, о них мы тоже будем сегодня говорить, которые вот за эти 4 года уже полных и пошел 5-й год войны, все-таки не дадут с кондачка все взять и разрешить, потому что кажется, что на фоне 4 лет 3 месяца это правда очень с кондачка. Мой ответ из перечисленных вами вариантов, 34-35 год, если речь идет о войне, но если речь идет о прекращении огня, которое, наверное, люди с удовольствием готовы воспринять как прекращение войны, потом они поймут, что это было только огня, то, скорее всего, весной. То есть, вариант первый, по-моему, у вас был весной, да? Весной этого года я столько раз делился своими надеждами, ссылаясь, естественно, на определенные цитаты, которые не я говорил, а просто другие, более ответственные, более ознакомленные люди, чем я, говорили, что это должна быть вторая половина февраля, либо в максимум в начале марта, что вот мы сейчас в это время находимся, куда мне деваться. Кстати, там есть еще 2 дедлайна. Если считать иранского 3, иранского мы можем оставить на сладкое, не будем сейчас его обсуждать. Так вот, дедлайн номер 1. До 15 мая вы должны подписать, не договориться, не сесть, не по рукам, подписать и назначить референдум и выборы. Причем по поводу выборов Зеленский должен был до 24-го, то бишь до сегодняшнего, сказал, мрачная годовщина, давайте чуточку попозже, ладно, не будем мелочиться пару-тройку дней спустя. Он обозначил свои условия, какие он готов вообще-то пойти на выборы и назначить вообще-то процедуру выборов. Они выглядят более-менее такие нормальные, здравомыслящие, правда, неисполнимые, но во время войны это всегда так. Есть и второй дедлайн, который вы обозначили 14 июня. Так что иди пойми сейчас. Один раз дедлайн 15 мая вам подписать, второй раз 14 июня мне отмечать. Не 14 июня, тут все-таки давайте Bloomberg 4 июля, День независимости Соединенных Штатов Америки, все-таки к этой дате, 250 лет. День рождения Трампа, по-моему, 14 июня, я поэтому так говорю. С семьей отметит.
Можно и так, не будем, тоже не будем... Слушайте, ну вообще, 2 недели. конечно, очень оптимистичные у вас взгляды. Смотрите, я, если честно, тоже хочу своим мнением поделиться с вами, если позволите. Вот вы говорите, вот, там будет прекращение, это временное прекращение. Послушайте, никто не вернется уже в эту войну. Вот, понимаете, я вот много оцениваю и в шуме, и с экспертами, с аналитиками. Смотрите, если это все остановить, никто не вернется в эту войну. Потому что ровно вот эти аргументы, которые приводит там Зеленский в своих беседах, да, он говорит с разными журналистами, говорит, вот мы просто так Донбасс не отдадим, сколько людей полегло, а что это все, зачем это все было. Но вот если остановить, ну как бы он такую формулировку украинскую привел, типа дурных нет, там дурных нема, вот это все. Так нет дураков. Дураков, правда, нет. Возвращаться опять в эту скотобойню, что из себя представляет сегодняшняя, скажем так, война с этими 300 или 400 квадратных километров, которые освободили ВСУ, но которые за эти дни никто не смог подтвердить, никто о них ничего не знает, но это трубится из каждого утюга. У меня тоже впечатление, что Зеленский в бункере сегодня, когда показывал вот это все, прощался, ну или как, не прощался, а подводил итоги. Ну, знаете, как это, каждое новое прощание, потом радость встречи. Возможно, это была такая предвыборная история. Смотрите, здесь все работали, я 2 года там жил, поднимался, чтобы записать для вас видеообращение, а сейчас там ветер гуляет, сквозняки, нет никого. То есть это определенная черта, засечка, ну, как бы отщелкнет сейчас и выйдет, условно, на некий новый трек. Не находите? Кстати, в таком ракурсе, в котором вы сейчас это обрисовали, я вынужден признаться, что есть не одно и не два, много зерен здравого смысла. Вполне вероятно, в этом есть что-то есть. Пока вы, до нашей передачи, я смотрю, понимаете ли, здесь интервью Зеленского для Financial Times. И там в таком статусном такой фотографии на фоне огромной гобелена, там, где там, вообще-то сакральные такие украинские там трезубец и все остальное. И он сказал, мы находимся в начале конца войны. Вот так по-философски, по-конфуциански начинает думать, чесать репу и стимулировать кровообращение мозговой деятельности, что называется. Другие его заявления. Любое прекращение огня без твердой гарантии безопасности. Слушай, когда слово это уже гарантия безопасности. Не то, что оскомину, за огнемет хочется как-то, не за кубуру. Ну ладно, гарантии безопасности будут нести в себе большие риски. Да, серьезно. Россиянам нельзя доверять, удивительно. Мы не отдадим Донбасс России, то, что вы сказали. Украину должны принять в Европейском Союзе в следующем году. Кто должен? Кому это должен? Это вообще к кому обращение? К внутренней аудитории, к Трампу, к Европейскому Союзу, к миру? Кто вам это должен сделать? С какого перепуга вообще это буду на... Путин манипулирует, Трамп должен прекратить эти российские игры. Трампуша занимайся не нами, занимайся ими. Трамп должен давить на РФ, а не на Украину. Слушайте, это не звучит уходящим. Это звучит какая заезжая грамм-пластинка. Вы молодого поколения видели компакт-диск, вы не видели, вернее, знаете, что такое есть, наверное, не слушали. Но заезжая грамм-пластинка, как начинает вот это, и у Зеленского вот этот проигрыватель, вот это играет. На любые случаи жизни, там 7 бед, 1 ответ, что называется, гарантии безопасности, надавите на Россию, разбирайтесь с Россией, России нельзя доверять, и мы вообще-то не отдадим Донбасс. Это уже, не знаю, это дошкольного возраста могут уже рецитировать в рифмах, наверное, уже готовый. Причем не только украинские детки, но и российские детки вполне вероятно уже тоже усвоили этот нарратив. Ну и что? Отче наш, что ли? Молитва это уже такая. И к чему это приведет? Так что вы говорите, никто не пойдет в эту скотобойну. 258% с вами согласен. Однако, кто их спрашивать будет? Они хотели в эту скотобойну идти. А может, 2014 год хотели идти на АТО. На АТО некоторые хотели. Те, которые хотели, потом полегли там, землю удобрили, либо вернулись без определенных конечностей с невозможностью больше этого хотеть. С этим все понятно. А сейчас, если... Их заберут, Александр, их опять загонят. ТЦК никто не отменял. ТЦК сейчас их гребет именно единственно такими методами, как
будущие рабовладельцы охотились за неграми в лесах Африки для того, чтобы наполнить трюмы вот этих кораблей, для того, чтобы затащить их потом на североамериканский континент и накормить акул попутно. Ну, этими там умершими от этих тяжелых условий, которые, ну, естественно, зачем их тащить-то вообще-то, тратиться, что называется. Вот именно такие же методы. Охота на людей для того, чтобы это самое. Если это прекратится... Да, я согласен, что это будет задача непростая. Но разве ТЦК не является достаточным ответом на то, на что они готовы? То есть это может быть не ТЦК, это может быть ТЦК версия 2.0. Ну, не знаю, например, там какие-то каратели, там загранотряды, и там приходят дома существа мужского пола, старше 12 или 14 лет, наверное, уже без оглядки. Ничего не знаю, 2 ноги есть, 2 руки есть, и даже 1 голова в целости и сохранности. Забираем и никого не спрашиваем. А потом и женщин будут грести. Давайте вспомним, сколько раз они обсуждали, что вообще-то, почему бы и женщин забирать, служить в армию, да, они на передовой. Но если они будут там где-то в тылу заниматься вот этим, там другими немножко деятельностями, это означает, что мы высвободим мужчин, которые пойдут на передовой. То есть вот этот путь замещения и загон практически всего населения каким-то образом, они это сделают. Они это сделают. Если будет на то, не то, что воля Божья, а воля коалиционно желающих. Кстати, у меня есть гипотеза. Под конец, наверное, нашей передачи поделюсь. По-моему, сейчас идет некоторая операция Кремля по расколу, де-факто уничтожение коалиции желающих, специфическими средствами. Давайте оставим на сладкое, не буду перебивать ваши вопросы. Смотрите, по поводу, давайте так по порядочку пойдем. Это, я считаю, принципиально важно. Сейчас, там центр перекрыт, я сказал, приехали много гостей. Перед молитвой за Украину, Зеленская держит лицо, а Зеленский как бы улыбается. Чего улыбается? Кстати, Макрон там есть? Мне очень... какой Макрон? Нет. Макрона нет. Урсула. Это важно. Из больших там Урсула и министры, некоторые министры, балтийские тигры, северные, так сказать, товарищи. Те, которые сейчас оказалось, что не больше всего денег дают, да? Но Зеленский улыбается. У Зеленского бенефис и шоу-программа. Он делает целый ряд заявлений. Вот прямо сейчас, скажем так, распространяются его высказывания о том, что есть много вызовов с ТЦК, говорит он, но много и дезинформации тоже. Искусственного интеллекта много. Россияне сделали все, чтобы сделать это слово как можно более токсичным. Минобороны получила задание решить вопрос этой мобилизации. Сам непосредственно товарищ Федоров, которому поручено это сделать, он что, собственно, говорит? У меня, говорит, новые планы есть на войну. Какие, спросите? Да понятно, какие. Значит, надо небо закрыть, надо, собственно, уничтожать россиян в количестве 200 человек на квадратный километр. То есть, на самом деле, все очень и очень потушно проявляет себя Зеленский. И там везде остановить россиян, и в киберпространстве, и на поле боя, и везде-везде. Правда, сам Зеленский, нарезая такие задания, которые там декларирует Федоров, запилив очередной видосик, он что, как бы говорит? Он говорит, 80% Украины не закрыто ПВО. 80%. То есть 4 года, а у нас 20% это только по версии Зеленского. Все прекрасно понимают, что эта тема с ПВО, это бездонная бочка и очередной прогиб на то, чтобы взять и вытрясти лицензию на производство боеприпасов в Украине или в Европе, скорее всего, в Европе. Но американцы тоже как бы не дураки, они понимают, что покупайте за наши деньги, за вот европейские деньги покупайте у нас, что-то мы должны лицензию давать. Но вот это сейчас кружат вокруг Америки этот момент. Но главный посыл, это вот такой предвыборный. Вчера, значит, он говорил, что он не ходит ни в кафе, не ходит никуда. Собственно, у него там, если есть обед
с семьей на выходных, то это какой-то прям хороший день удачный. Но в своем обращении по случаю Тільки так можна зрозуміти, про що ця війна демонстрирует, насправді. как он І через спускается кого. в Хто тут переход агресор? на Майдані. На кого потрібно там тиснути? никого нет. Зрозуміти, що Україна Одна какая-то захищає життя, продавщица воює собирает ему саме за це. красные І це не, розы, це не вулична вручает бійка, це ему, напад хворої он держави на поднимается суверенну. на І Майдане зрозуміти, що и Путін несет и і как-то є ця війна. возлагает Він цветы. причина Ну, початку. знаете, как это обычный день называется, да, собственно, вот так. Вот так Камеры себя... там были. Камеры Конечно, там были. конечно, камеры были. Его же Так, снимают. Александр, они снимали кадры для продолжения сиквела «Слуга народа». Вы не понимаете, это прямое вообще-то продолжение, что называется. Смотрите, главный-то вопрос. Шашлыков дождемся в мае мы или нет? На 5-й-то год. Те, которые доживут. Те, которые доживут, да. Я продолжаю быть, ну, в некоторой уверенности, уже боюсь сказать слово твердой уверенности, дабы не сглазить, черт возьми, от греха подальше, что называется, что прекращение огня действительно очень вот недалеко. Прекращение огня. И вот эти условия, которые нужно сейчас утрясти, ладно, сейчас скажу. Если действительно мой рабочий гипотез, потому что Кремль сейчас, политтехнологи, наверное, придумали какой-то способ разломать коалицию желающих, который является главным подспорьем упрямости Зеленского, его заезжей грампластинки, соответственно, то если так сложатся звездные, то все получится. Вернее, все получится. У Зеленского как внешняя сила будет меньше или вообще не будет. Если из этого уравнения коалиции желающих уже Франции уплывать, я поэтому спросил, а Макрон был? Нет. Значит, если его не было, это важно. Это не просто так. Я не к Макрону буду придираться, а к другим вообще-то вопросам. И если там была одна Урсула, а не был там Кир Стармер или кто-то там из этих британских, хотя британские... Британские, кстати, тоже интересный сигнал дали, который указывает, на мой взгляд, на то, что рыцари плаща и кинжала кремлевского происхождения уже разговаривают и переговаривают о некоторых важных деталях с рыцарями плащами и кинжала, с коллегами своими Ми-6. Пока не Ми-5, но Ми-6 точно. О чем речь идет? Слушайте, посмотрите, что получается. Макрон, во-первых, сказал, что будущая формула, это даже на Мюнхенской конференции он сказал, будущая конфигурация военной архитектуры и военной безопасности Европейского Союза невозможна без России. Не против России, а без России. То есть с Россией уже надо разговаривать. Тот же самый Макрон опять напоминал, говорил, что я лично уже занимаюсь, берусь и буду создавать собственный канал связи с Путиным, и с Путиным, и с Кремлем мы должны разговаривать. И даже есть там мнение, что он пытался дозвониться, но у Путина времени не было, а может и дозвонился, а нам специально такое говорят, всякое может быть. И тот же самый Макрон, его слова повторил даже его министр иностранных дел Баро, Жан-Мануэль Баро, если мне память не изменяет. И он практически то же самое. То есть Макрон взял на вооружение последние 2 недели риторику, которая, мягко говоря, диаметрально противоположная общему курсу коалиции желающих и слов того же самого Макрона пару-тройку недель назад. Буквально в смысле этого слова. Причем это повторил несколько раз на разных форумах. То есть возникает определенное подозрение, что Макрон как-то поменял или конвертировал свою политическую правоверность, направление этой политической правоверности. Возникает естественный вопрос, зачем? Это у него с головой, это ему Бриджит вообще-то зонтиком по башке надавала или кастрюлей, или у него есть более серьезные такие глубокие основания. Мое мнение, что более глубокие. Потом случился другой интересный момент, который дает мне основание о том, как я вам сказал, что уже рыцари плаща и кинжала Ми-6 и СВР, а может быть и ГРУ, уже начали общаться по поводу некоторых вопросов. Компенсаций, допустим. А каких компенсаций? А получилось так, что в Associated Press контролированно вышла статья Валерия Федоровича Залужного. Именно статья. Мы не видели, я, по крайней мере, не видел видос. Я не видел и не слышал, что он говорил. Нам показали уже что-то готовое, Associated Press, где он пошел, ну, скажем так, в лобовую атаку против Зеленского, хотя это его прямой начальник, что называется, и обвинил его в достаточно тяжелых смертных грехах, а именно то, что он провалил
контрнаступление 2023 года, в результате чего оно было не просто безуспешным, но погибло достаточно большое индустриальное количество украинских хлопцев. А такое делают, когда ты уже готов к какой-то заявке. Кто может быть той индульгенцией, тем щитом обороны и, скажем так, теми гарантиями безопасности для Валерия Федоровича Залужного, для того, чтобы Зеленский его не отозвал, не отправил СБУ встретить его в аэропорте или где бы ни было, принять вообще-то с наручниками и дальше по списку, как это делается. А это могут сделать только британцы. Причем конкретные британцы, причем серьезные британцы. Допустим, Блесс Метревели, как минимум. Ну, дамочка такая, но она же стержневая, с ней шутить лучше не надо. Так что, если такая защита есть, и такой выпуск, или такой впуск, или такой, я не знаю, вброс, наверное, лучше так это назвать, есть, это означает, что Британия уже начинает задумываться как минимум о замене Зеленского, и возникает вопрос, а почему, а зачем, а именно, в какой именно конфигурации, что за идея такая? В сумме, и по времени совпадает это с Макроном, то бишь с Францией, не с физическим лицом Эммануэлем Макроном, а именно с позиции Франции официальной как таковой, у меня начинает складываться впечатление, что кремлевские политтехнологи, о которых у меня очень высокое мнение, я не шучу, я не иронизирую, в отличие от их шефа, они ребята достаточно высокого, серьезного международного, а может быть и передового международного пошиба, они в состоянии любого поражения сделать и действительно убедить людей, по крайней мере в России, что это величайшая геополитическая победа всех времен и народов, и это вообще надо праздновать национальным праздником по возможности. И у них это получается шикарно, потому что они действительно очень высокие профессионалы своего дела. Бюджет у них почти не ограничен, и они этим занимаются. И у меня возникает такое подозрение, гипотез, это чисто гипотез, что раз Великобритания подписала 100-летний договор, и мало того, 17 сентября прошлого года даже был ратифицирован Радой, но, вспоминая сценку примерно годичной давности 28 февраля 2025 года, а потом 1 мая 2025 года, когда Скотт Бессент вместе с Юлией Свириденко подписали договор о концессиях, то есть дважды Украина передала одно и то же двум титулярам, двум пользователям, что называется. Здесь, вспоминая Макрон, вспоминая Валерия Федоровича Залужный, обязательно нужно добавить в этом уравнении и эпизод с Кириллом Дмитриевым, который стал бегать и с какой-то нездоровой улыбкой и с нездоровым блеском в глазах начал кричать о каких-то то ли 12, то ли 14 триллионов, постоянно прыгая с одного числа на другое, что у нас шикарнейшая сделка вообще-то с Америкой. 12-14 триллионов. Но он потом это опроверг. Ну, как опроверг, то опроверг сумму, потому что там условия, в сумме это уже есть. Речь идет о другом. Если сделка с Америкой, он может опровергнуть размер цифры, она, скорее всего, больше. Но не суть. Если они уже начали об этом говорить, и в сумме вспоминая эти два эпизода, мне кажется, что, вспоминая четвертую цифру, которую мы несколько раз в вашей студии обсуждали, об оценке физических активов России 2012 года, фактбук, книга фактов, то бишь ЦРУшный экономический публичный ресурс, в размере тогда 135 триллионов без леса на корню, с условием, что 12-15% из разведресурсов России были оценены. И на сегодняшний день это должно звучать как минимум 220-250 триллионов, именно физические реальные активы, которые более-менее разведаны, то, наверное, политтехнологи Кремля обратились к шефу и сказали: шеф, слушай, если мы сейчас заключаем с американцами энную сделку по поводу российских недр новозавоеванных территорий, на недрах российской Арктики и все остальное, они полностью в курсе, потому что они это отрабатывали тоже. Чего бы и нам не предложить и Франции такую сделку по поводу наших недр, потому что остается достаточно много, они тоже деньги умеют считать, они активы тоже умеют считать, чтобы они тоже отстали, например, если Франция, грубо говоря, потеряла в качестве дольщика в коалиции желающих, в скобках фигуранта в 100-летнем договоре, который формально был подписан с Великобританией, но в который входил кластер вот этих
коалицию желающих, 6 европейских плюс Великобритании. Ну, грубо говоря, если Франция там ожидала пару-тройку триллионов заполучить из недр Украины, давайте мы им предложим, ну, те же самые пару-тройку триллионов из наших недр, чтобы они успокоились, и чтобы они отстали, и чтобы они прекратили подпирать Зеленского. Ну, а что там такого? Ну, пусть приезжают, пусть обрабатывают, пусть составляют конкуренцию американцам. Ну, смотрите, давайте так. Я не закончил. Ну ладно, если вы уже поняли, то тогда не буду продолжать. Давайте так. Но вы сейчас говорите, что кремлевские политтехнологи ведут себя как Украина. По 2 раза продают одно и то же всем на свете. Я напомню, что... Не факт, не факт. Смотрите. Потому что Кирилл Дмитриев говорил о 12-14, а не 250 триллионов. 12-14, значит, остается достаточно много. Нет, давайте так. Россия, вот при всех прочих, да, сейчас воюет на свои деньги. На свои. Да. Да. Украина полностью на то, что дадут, да, или в кредит, или каким-то образом. А вы сейчас ставите знак равенства между стратегиями перепродать свои ресурсы как Украине, так и России. Выглядит, мягко говоря, дико. Простите. Одно дело сделка и дух Анкориджа с американцами, да, с технологиями, с этими всеми там проливами, туннелями там на Дальнем Востоке. А другое дело французы. Ну вот вы так вспоминали Макрона. Макрон отметился сегодня. Вот он, пожалуйста, публикует у себя в Иксе, говорит, 4 года назад Европа проснулась от гуркота до российских бомб в Украине, 4 года, скажем так, 4 года войны, которая, в общем, Россия брутально международным правом попрала, 4 года ударов по городах, 4 года 15 тысяч убитых украинских гражданских, 4 года сломанных судеб, насилия, в общем, плечом к плечу остаемся с Украиной. То есть ничего не меняется в риторике. Что нужно Макрона. Франции? Александр, что нужно Франции? Больше всего, я имею в виду, острее всего. Что нужно? У них 36 работающих атомных электростанций с реакторами, которые заправлялись дефицитным по всему миру уже ураном 235. Из 4 африканских республик, которые уже их выгнали, ну, не без помощи Вагнера и так далее. Это Нигер, это Буркина-Фасо, Центральноафриканская республика и Мали. И им нужен уран. И когда я подозревал, что идут такие разговоры, переговоры, которые поменяли мнение Макрона, это совпадает по времени еще с одним небольшим таким моментом. А Путин поговорил на этой неделе с Токаевым. И обозначили, что они будут, ну, не просто встречаться, как обычно, там в мае месяце, но будут много чего обсуждать. А мне кажется, что они будут обсуждать еще один такой вопрос, помимо всех остальных. А они могут обсуждать, Макрон не может обсуждать с Токаевым, Касым-Жомарт Хемелевичем Токаевым вопросы казахского урана, потому что в Казахстане 40% разведанного мирового урана, так, на минуточку. С этим ураном пока что занимаются и промышляют британцы, американцы, ну и китайцы. И Россия, ну, там есть такая фантомная боль и тень, но она бледная, но все еще можно ее реанимировать и наполнить какой-то нам сущностью и жизнью. Ну, теоретически, конечно. Но Токаев все-таки лично обязан Путину, потому что Путин лично его спас, когда был вот этот путч. Может ли Макрон попросить у Путина лоббировать перед Токаевым, заполучить часть, ну, не знаю какая, из этого казахского урана, потому что ситуация у Макрона очень такая, критическая. 36 атомных электростанций – это не рубильник так переключить, остановить и запустить. Это не магнитола. Это процесс длинный, дорогой, опасный и сложный, как для того, чтобы его прекратить, так для того, чтобы его запустить. То есть уран, топливо нужно категорически и решительно. Россия сама по себе урану дефицитная страна. Именно по поводу этого багажа. Но Казахстан, который рядом, вот такой. То есть у России, естественно, есть и других недр и вкуснятин, которые, скорее всего, интересуют Франции, которые они хотели получить. Кстати, на территории Украины тоже есть уран, правда, немного, но все равно есть. И он входил, конечно, в этой сделке. Я думаю, что большой интерес был, или больше всего интерес был у Франции, потому что Германия уже закрыла все свои атомные электростанции. То есть я
еще раз, это гипотез. В этом гипотезе есть очень многие бреши, есть очень многие пустые места. Я не могу сказать, что этим пазлом я могу нарисовать картину маслом. Но какие-то образы у меня, по крайней мере, появляются, либо объясняются, если не Ну появляются. хорошо, давайте тогда к маслу, но уже не тому, которым пишут или которое в кашу добавляют, а к машинному маслу, да, к горюче-смазочному материалу. Сегодня Россия сообщает о том, что Британия и Франция готовятся вооружить Киев ядерной бомбой. Сообщает СВР, британцы и французы хотят маскировать передачу ядерного оружия Киева под разработку самой Украины. Примечательно, что это уже во время нашего прямого эфира вышел Песков и прокомментировал, говорит, что предъявят эти обвинения на переговорах обязательно российская сторона. То есть, внимание, смотрите, все серьезно. Можно ссылаться на то, что это очередные, скажем, игры спецслужб, да, то есть опубличить это означает, что это как бы это их между собой на фоне переговоров и контактов, не обязательно, что так будет, это там на упреждение, в общем, можно успокаивать всем, но эта тема с ядерной бомбой для Украины, она же давно происходит. Есть даже утверждения некоторые, что вот эти землетрясения в Полтавской области, как бы чуть ли там не испытания каких-то маломощных экземпляров. То есть есть линия магистральная, да, и есть ощущение, что все заканчивается, но есть как раз-таки Франция и Британия, которая по версии России, в общем, к этому шагу готова. По поводу атомных бомб, естественно, у всех совершенно обоснованная сверхчувствительность, сверхтревожность, у меня в том числе, потому что с этим шутить нельзя. Правда, я считаю, что гораздо более страшной опасности сродни атомной бомбы есть тот факт, что в Запорожской атомной электростанции запускают компанию под названием Westinghouse, у которой нет вообще-то топлива, которое предназначено для этих гнезд, куда вкидываются эти там стержни, у которых должно быть конкретный тип сечения, не просто конкретного содержания, там урана, плутония и всякое такое, но и конкретный тип сечения. Я не помню, мне рассказывали атомные специалисты, но, коротко говоря, у советских стандартов, которые, конечно, есть, и там это 6-граммное сечение, а у Westinghouse это 4 грамм. И 4 грамм запихнуть там, где ячейка предназначена для 6 грамм, просто нельзя, и когда речь идет об ядерном топливе, это трижды и четырежды нельзя. Просто нельзя, тупо нельзя. А у Westinghouse нету, естественно, другого топлива, кроме этого, и оно нигде не работает, и у них атомные электростанции нигде не работают, а там, где их запускали, всегда аварировали. Кстати, у нас в Болгарии абсолютно то же самое свинство сделали на единственную, последнюю, можно сказать, советскую, которая была построена не Белине, а Кузлудой. Из 6 блоков только один работает, 6-й, остальные Евросоюз нас заставил закрыть, хотя они проходили все проверки на прочность и безопасность и всего остального, чистая политика. Но вообще-то деэнергизировали страну, и там постоянно рвутся какие-то мембраны, и приходится отключать атомную электростанцию. То есть, то же самое, мягко говоря, приключение ждет. Неважно, в каком духе закончатся эти переговоры, и чья будет станция, украинская, русская, совместная или вместе с Соединенными Штатами Америки, там по сценариям, что это будет украинско-русская, либо украинско-американская, либо амеро-русская, во всех этих сценариях предусматривается Westinghouse, черт возьми. Это страшнее, чем даже, что если кто-то, компания Palantir, кстати, тоже занимается разработкой этой атомной бомбы, я даже ожидал, что вы мне об этом скажете, но вы дополнили, картина еще краше, что называется, к сожалению. То есть, атомная бомба – это, естественно, большой источник напряга. С другой стороны, как-то паниковать, не то, что успокаиваться, но паниковать не стоит, потому что есть 2 ядерные страны, у которых есть, мягко говоря, усложненные отношения, и не просто усложненные, но чисто военные. Они даже в 25 году отмечались определенной войной. Пакистан, Индия, я имею в виду. У них противоречия такие, что они никогда решены не будут, и несмотря на те противоречия, несмотря на постоянные, можно сказать, вяло текущие, периодически обостряющиеся военные, настоящие, можно сказать, среднемасштабные конфликты, ни одна из этих стран не применяла ядерное оружие. Более того, отмечается интересный такой феномен. С тех пор, как у этих стран появилось ядерное оружие, количество жертв в их военных конфликтах сократилось в разы. То есть, как-то
никто не берется за эту кобуру, за этот огнемет, и каждый дает себе отчет, что, может быть, лучше как-то поаккуратнее. Да, нужно жестко, нужно там извергать какую-то мощь, величие, и мы сильнее, мы правильнее, но лучше от греха как-то подальше. Здесь, если это передадут Украине, это, конечно, большая проблема, большой напряг, потому что если передадут, тот, кто будет управлять этим процессом, формально будет, как вы правильно сказали, вроде бы руками Украины, а самое страшное, что там этим будут заниматься именно другие. Ровно так же, как сейчас на украинские, с кавычками, F-16 летают не украинцы, ровно так же, как на украинские, если хотите, системой Patriot служат не украинцы, и ровно так же, как даже на украинские «Хаммерсы», я практически уверен, что служат люди, даже если одетые в украинских формах, но я тоже уверен, что они не украинского происхождения, гражданства и так далее и тому подобное. А когда это с ядерным каким-то боеголовками, кто-то будет это самое, это основание для очень конкретного, очень большого напряга. И да, тревога есть. Правда, если смотреть, например, Индии и Пакистан, это вроде бы, лучше, чтобы не было, конечно, такое. Но Индия и Пакистан, по крайней мере, воюют, более-менее относительно субъектно. Это конкретно Индия, а не Индия, являясь прокси Британии, воюет с Пакистаном, Пакистан, который является, немножко, но не так сильно много, прокси Америки. То есть, и не только Америки, и Китая там в том числе. Но это не решение Китая и Америки воевать с Индией с ядерным оружием. Как-то до таких глупостей, для такого греха никому в голову пока что не приходило, и слава богу, пока что. А вот здесь, когда вот такая война, где сатанизация, расчеловечивание, скажем так, свирепости, более братоубийственной, чем гражданские войны, нет, потому что гражданская война – это брат против брата, сын против отца, и это самая свирепая война всегда. Иностранцы с другими не так свирепо воюют. Они могут, конечно, истреблять большое количество, но по свирепости здесь, господи, не буду вам рассказывать, вы, наверное, 1000 раз уже в этих передачах это обсуждали, особенно в первой половине вот этих 4 лет, которые вот-вот сегодня закончились. Поэтому тревога, основания для тревоги есть. У меня больше тревоги, еще раз, по поводу Запорожской атомной электростанции, по поводу остальных больших атомных электростанций на территории Украины, которым тоже ядерное топливо нужно. И поскольку решение, какое будет это ядерное топливо, раньше это было советское. Советское в конкретном сегодняшнем переводе это означает Росатом. Уверен, Росатом уже никого не пригласит. И даже разговаривать, и даже помышлять разговаривать, либо звонить, либо писать никто не будет. Значит, откуда это должно взяться? Из Украины это взяться не может. А Вестингхаус тут как тут. В Чехии они пытались, в Румынии они пытались, в Болгарии они пытались, в Украине сейчас пытаются. Они везде, на Восточной Европе, как будто им отдано под концессии, черт возьми. А Вестингхаус у себя в Америке ничего подобного даже не думают делать, потому что там их никто не пустит, они не соответствуют. Это для дикарей. Причем, по возможности, с другого конца земли и с другого конца океана, чтобы от нас подальше. Вот для дикарей, пожалуйста. Ламин, это, конечно, есть еще один подтекст. Сегодня Песков не комментирует, так и сказал, Россия не комментирует переговоры в Женеве, которые вчера прошли между американцами и русскими, россиянами, а завтра будут еще и на троих с китайцами. Будут вестись о ядерных договоренностях. Контекст же сумасшедший. В плане определенных выгод, на которые должны пойти, прежде всего, Америка, прежде всего они, в плане договоренности. Они хотели, чтобы был Китай, потому что Китай масштабируется и растет. И вот, в принципе, пожалуйста, есть первые контакты, они достаточно секретные. Это информация службы внешней разведки, это как, скажем так, это к переговорам. Это конкретно к переговорам. Но то, что все серьезно, нам говорит еще один факт. Зеленский и его поведение. На фоне того, что Европа сейчас оказалась в таком интересном положении, они вроде как деньги выделили, но есть условия Венгрии и Словакии. Включайте нефтепровод. Украина не может по политическим соображениям на это пойти, поэтому, видимо, будут тянуть волынку до апреля, еще как-то, чтобы
под выборы. Может, Орбана снимут, да, может, там давление как бы уменьшится. Но деньги нужны прямо сейчас. Растяжка тяжелейшая. Оцените 2 растяжки по ядерным договоренностям между Россией, Китаем и США. И вот этой информацией, что Украине сейчас передают там ядерную бомбу, типа компоненты, и скажут, это она сама там чего-то слепила, какую-то свою как бы ядерную лимонку, и будет по нам пулять, и растяжку финансовую для Украины. Ведь давайте будем с вами, откровенны, война же лютая, идиотская война. Это все приправили пропагандисты вот этой идеологии, там, незламности, потужности, о том, как мы там защищаем Европу, костьми ляжем, цивилизация, там, эльфы против орков. Это все за 4 года мы можем обернуться назад и вспомнить. Однако давайте честно. В тот момент, когда Украине не передают достаточного количества ПВО, потому что их нет, потому что, в общем, вот такие они союзнические отношения. Германия то такая, как бы, копытом бьет, то опять назад в стойло, то копытом бьет, то в стойло, то копытом бьет в стойле. На Мерца только посмотреть, да. Франция и Британия кажутся, конечно, гораздо более потужными и приверженными Украине и Зеленскому. В этот момент у Украины нет денег. У Украины нет ПВО, нет ракет, нет вот этих, не знаю, там, пулеметов, да, вот этих гепардов, которые там крупнокалиберных, нет в достаточном количестве, потому что 80% неба не закрыто. Да? Это Зеленский сегодня заявил. Но ядерную бомбу передадут. Тоже ведь парадокс. Ядерную бомбу нищей стране, это все равно, что сейчас в Мексике происходят там умопомрачительные вещи. Так это можно ядерную бомбу картелю какому-нибудь передать, а чего нет? По-болгарски это есть пословица, называется «на гол тумбак чифте пиштови». Это означает на голой пузы, да, голодранец пару пистолетов себе заткнул в живот, что называется. У тебя нет вообще-то одеться, а ты вообще-то строишь из себя какого-то крутого, что называется. Знаете, по поводу трубопровода «Дружбы». Но на самом деле дела даже более суровые. Я в своем политобзоре, когда готовился, там ситуация для Украины, мягко говоря, не сильно веселая. Для банковой, даже не для Киева, а для банковой. Потому что и Виктор Орбан, и Роберт Фицо, они выдвинули совместно, параллельно, естественно, не совместно, а параллельно, практически одно и то же. Если вы нам не запустите трубопровод «Дружба», мы, во-первых, уже обратились к Хорватии и будем заправляться туда, но мы, в свою очередь, прекратим вам поставку дистоплива. Причем с конкретного числа, по-моему, с 26 или 24 сегодняшнего дня в Венгрии. Б. Прекратим электроэнергии. Словакия обеспечивает 10% электроэнергии Украины. Предположительно, Венгрия обеспечивает не меньше, потому что она не меньше. Я так просто предполагал. То есть, на 20% как нету света, и без этого из-за российских, скажем так, активностей, будет еще меньше, если вы будете продолжать. То есть, без дистоплива ваша техника, в том числе военная, не будет работать. Без дистоплива ваша генерация, который сейчас есть даже на бытовом уровне и на военном уровне тоже работать не будет, мы вам это прекращаем. И помимо всего этого, поскольку для этого 90-миллиардного кредита нужно 100% согласие всех европейских стран, без исключения, там, во-первых, 2, как вы правильно отметили, тоже отмечаются. То есть, либо запускаете дружбу, и тогда мы можем это пересмотреть, не более чем, не факт, потому что у них уже есть решение через Хорватию, либо без дистоплива, без электричества и без 90 миллиардов. Позиция у этих обеих стран достаточно твердая. Это называется цена юмора Зеленского, который издевался с пузой Виктора Орбана на Мюнхенской конференции безопасности, за что зал ему поаплодировал. Вот вам и цена, ребят. Минус 90 миллиардов, минус дистоплива,
минус электричество. Милости просим, если мозги вставились на месте, подумайте, как вы дальше будете себя вести, и что будете и говорить, и делать, и вообще-то ограничиваться, что говорить, и ограничиваться, что делать. Если нет, можем повторить, потому что у Венгрии, у Словакии альтернативой доставки нефти, хоть и не такие комфортные, может даже не по этой цене, есть. А вот у Украины какие альтернативы? Вот на границе смотрим. Словакия, Венгрия, электричество, дистопливо и так далее, и прочее. Дистопливо поставлялось болгарской рафинерией, болгарская она географически, а это рафинерия Лукойл, так на минуточку. И она так и называется, она такой собственностью является. Вот из Болгарии дистопливо тоже поступать не будет, потому что закончился вот этот срок отсрочки санкций над компанией Лукойл по всему миру, потому что неизвестно, почему они считали ее российской, хотя она российская, ну, скажем так, мягко говоря, с сильно условным знаком, потому что 70 с чем-то процентов дольщиков компании Лукойл в мире, это была голландская страховая финансовая группировка ING, а стопроцентовым владельцем этой финансовой голландской группировкой ING до 2017 года, когда я проверял, был персонально Натаниэл Ротшильд. Тогда ему было 43 года, сейчас побольше. Ну, это он был тогда владельцем. Если есть какие-то изменения, Натаниэл Ротшильд решил продать либо ING Group, либо ING Group решили продать или избавиться от Лукойла. Это, честно говоря, я и не в курсе. Но факт того, что Лукойл болгарский в том числе не будет в состоянии, при лучшем на то желании, поставлять дистопливо украинцам, в сумме вместе с венграми и словаками, что называется, Зеленскому большой-большой привет. Может продолжать изображать себе такого великого, суверенного вояка, мужественного, патриотического, и считать, что продолжают съемки «Слуга народа» 2025-2026 годов, сиквел, что называется. Сиквел что-то дорого обходится, правда, не ему. Ну, это уже не будем обсуждать, это уже известная вещь. Так что то, что происходит сейчас в Женеве, давайте по поводу Китая и Америки, это действительно важный вопрос вы задали. Я дерзну опять поделиться некоторым гипотезом, поскольку один из двух выживших пока что изобретателей ядерных релятивистских технологий, Игорь Николаевич Стрельцов, которому уже 87 лет, который эту технологию, позволяющую получать из этих технологий сильно больше коэффициента полезного действия, сильно больше энергии, сильно больше по продолжительности и так далее. Подробности технические сейчас обсуждать не буду. Наша передача немножко о другом. Который тогда они разработали вместе с ускорителем имени Алексея Богомолова, которого уже скончали благополучно. Вот проектная документация и все необходимое. 2010 год было передано тогда Дмитрием Анатольевичем Медведевым прямой указкой американским товарищам, которые не всем товарищи, но для него, наверное, тогда были товарищами. Американцы дали знать, вернее, по принципам косвенных, вторичных признаков, согласно мнению Игоря Николаевича Стрельцова, который следит за этими вещами, держит руку на пульсе по всему миру, что они уже запустили на базе этой технологии в последний квартал 2025 года этой технологии, что позволит быть американцам энергопрофицитным, в отличие от всего остального мира, который является энергодефицитным. И это ставит их в заведомо, мягко говоря, очень усиленные позиции, чем они и до сих пор имели. Игорь Николаевич Стрельцов долгие годы, можно сказать, десятилетия, разными путями, не буду подробно это описывать, в наших с ними передачах, интервью он подробно это рассказывал, пытался достучаться до Кремля, до Путина и до всех остальных для того, чтобы Россия стала развивать и внедрять вот эти технологии, для того, чтобы Россия усилилась. И, грубо говоря, Россия, которая изобрела вот этот, то есть русские люди, которые изобрели этот метод на территории России, смогли хотя бы и родине своей внедрить и дать вот это огромное геополитическое преимущество. До сих пор результат у него нулевой. И в отчаянии того, что результат у него нулевой, в стараниях его обращаться к Кремлю, хотя Путин об этом, он уверен, знает, потому что один раз даже на эти долгие встречи, которые в ноябре каждый год, там он об этом, либо ему кто-то написал, и он это прочитал, либо он действительно в курсе, он об этом говорил. Игорь Николаевич Стрельцов обратился к Китайской Народной Республике с предложением им внедрить вот это, потому что возраст у него, мягко говоря, не свежий. Ему, что называется, жить осталось, наверное, не так уж и много. Это его слова, это не мои пожелания. Мои пожелания, чтобы он вообще
до 100 лет и больше, дай бог, потому что такие люди – это чисто национальное достояние. Они бесценные, они не ценные, они бесценные. Так вот, вполне возможно, чтобы и китайцы заполучили кое-что от Игоря Николаевича Стрельцова. Для них энергетический вопрос не менее важный. И у американцев есть уже эта технология на каком-то уровне. Правда, для того, чтобы триллер получился такой качественный и смачный, только наяву, а не художественный, Игорь Николаевич Стрельцов тоже в моих передачах делился, что он специально не передавал никому некоторые секретные ключи этой технологии, которые доводят ее действительно для максимального коэффициента полезного действия. То есть они могут опробировать и понять, что это хорошо работает, что это работает лучше, чем все нынешние традиционные ядерные технологии. Но для того, чтобы получить тот максимум, что когда никелевская, там, никель-63 батарейка будет работать 60 лет не меньше, что в телефоне, что в машине, что в любых других там приборах, что на уровне города, если хотите, он вот это им специально попридержал до смерти своей, после чего, наверное, только по завещанию будет понятно, где и как эти знания попадутся. Соответственно, я думаю, что в Женеве, как вы правильно сказали, у них секретные эти разговоры. И секретные это не просто потому, что правила жанра таковые, а потому что, наверное, действительно много чего подобного, в том числе то, что я сейчас предположил, не более чем, секретного им нужно обсуждать. Наверное, у них у обоих есть что-то из этих технологий. У американцев есть заведомо больше, потому что они получили официально эту проектную документацию и все остальное. Еще в 2010 году удалось им кое-что запустить в 2025, 15 спустя. Это не быстро делается. Это большое инженерное, скажем так, сооружение, ну, не сродни ядерного коллайдера, который там в ЦЕРНе в Швейцарии. Не маленькое. Я видел там в Сарове, там некоторые фотографии, имею некоторые представления. Это серьезная штука. Так что в Женеве, скорее всего, американцы будут обсуждать с китайцами. Мало того, что мы вам перекроем нефть из Ирана, которую мы будем бить и бомбить, и мы заберем эту нефть, как мы забрали уже венесуэльскую нефть, и мы будем решать. Но подумайте, давайте обсудим, что будем делать с этими технологиями. Это мое предположение. Конечно, я могу дико ошибаться, и все это может быть бредни ветеринара. Не против, если кто-то это так будет считать. Ну, смотрите, тут будут бомбить Иран или нет, как раз-таки решается на этих секретных переговорах, а уж никак не в формате Женевы в четверг, об объявленном. Мы вообще видим, как... Да, 26-го сейчас, да. Ну, 26-го все будет понятно. То есть, все будет понятно для сторон по итогам вот этой крупной ядерной истории, потому что Иран уже передал в Омане свои предложения по ядерной сделке. Не то, что Нетаньяху требовал, а то, что Иран хочет. Иран шатают сейчас. И, знаете, но все равно есть комичность ситуации. Вот как я говорю, оружия нормального количества для Украины не могут дать французы и британцы. Не могут. А ядерную бомбу дадут. Точно так же, простите, и товарищи американцы. Они подогнали, значит, Джеральд Форд туда, к Ирану. И Wall Street Journal публикует очень интересные фотографии изнутри от солдат. Да, мало там фотографий. Видео даже есть. У них один из многочисленных, их много, там большое это, но один из гальюнов, толчков, туалетов, простите... Фекальный авианосец. Забился, понимаете? Дерьмо течет. Там эти матросики там что-то пытаются убирать, как могут. Но, понятно, там эксперты говорят, опять-таки, есть... Вот тоже мне насколько девальвировалось слово «эксперт». Да? Эксперты издания Wall Street Journal утверждают, что это, на скорость не влияет. В общем, не повлияет на боевое братство, на боеспособность, на настрой солдат, на готовность ударить Фордом. Причем там баснословные деньги. В 2017 году он вроде как там реставрацию прошел, спущен был. Не реставрацию, в общем, да, обновленный, это же там... Модернизация. Это же гордость Америки с текущими толчками. Не кажется ли вам, что это просто, не как с Венесуэлой, да, а абсолютно другая история? Подвешенный на крючок войны Иран для региона гораздо выгоднее, чем условно
полной договоренности и отсутствие подобных вызовов и угроз. Аятолла сейчас очень нужен Трампу, очень нужен, как крючок для Китая, как крючок для региона. И вот именно так, немножко хитрее используют эту тему войны. Ну, там этот Хексит, который говорит, я там сейчас скоро, я сам не знаю, говорит, я сейчас вместе с вами узнаю, там инопланетяне есть или нету, да, будем объявлять на этой неделе, американцы. Хексит говорит о том, что он там заказывает пиццу в неположенные дни, чтобы не считали, когда будет тот или иной удар. Не кажется ли вам, что именно вот эта ситуация, из нее вытаскивают выгоды, а уж никоим образом нет там большой войны, или там ракет, или удара, или наземной операции? Ну, у них, конечно, есть в любой ситуации, что угрозы, что противостояние, что действительно военные действия пытаются извлечь максимум, но я не думаю, что у них получится долго висеть в состоянии натянутой тетивы лука и эту стрелу держать, не выстрелив ее, потому что эту стрелу, которую сейчас они держат натянутые в луке, обратно в колчан не запихнешь. Можно, конечно, запихнуть, но это будет уже восприниматься однозначно в самой Америке как поражение Трампа, как Трамп струсил, как Трамп слабак и как Трамп все остальное, что категорически решительно добавит определенные, ну, скажем так, циферки к антирейтингу Трампа и к поражению республиканской партии на предстоящих выборах 3 ноября. То есть Трампа будут расстреливать и гнобить, если он действительно не добьется уже какую-то конкретную, настоящую, ощутимую, если хотите, для самого обыденного американца победу. То есть, если в результате вот этой операции, если она будет победоносной, это еще не факт. Если она будет относительно короткой, это тоже не факт. Это масса «если». Если обычный американец, заправляя свой Ford 150, или если побогаче, покруче и помощнее Ford 350, посмотрит и увидит, что за галлон он уже платит, например, на 12 или 17 центов меньше. Если он такое увидит, если он на свой счет увидит где-то какие-то счета чуть меньше, или хотя бы сохраненные, но лучше, чтобы это было поменьше, он скажет, ну да, это как-то нехорошо, некрасиво и не очень гигиенично там вышло. Ну, Трампуша, вот на чеке все это видно. Почему бы и нет, и не проголосовать 3 ноября, что называется. А если все это он остановил 9-19 или 999 войн, но чек будет другим, условия будут другие, безработица будет 3-4, и пошлины, которыми он хвастается, они изначально, краткосрочно, в первую очередь, мы с вами здесь в вашей студии тоже спорили, и вы правильно говорили, что удар самой Америки, это будет первый удар от этих пошлин. Они получат товары подороже. Они. Потому что эта пошлина набивается сразу в цене товара. Если раньше товар стоил 100 единиц, это будет уже стоить 120, 134 или сколько там Трамп накинул. Кстати, он после решения Верховного суда, которое отменило все эти пошлины, это на самом деле, наверное, самое главное событие не недели и даже не месяца, а всего пока что 2026 года, а можно даже смело сказать и 2025 года, Верховный суд США отменил все пошлины Трампа, считает их незаконными. И в результате чего Скотт Бессент, финминистр, сказал всем контрагентам внешним, слушайте, это у нас наше внутреннее дело, это вас не касается, вы обязаны продолжать платить именно по этим пошлинам, которые мы вам сказали. То есть Верховный суд отменил, а Скотт Бессент сказал всем, продолжайте. А Трамп для того, чтобы излучать силу, я не знаю, это сила или как можно назвать, он сказал, а теперь всем 10%. Всем 10%. То есть Верховный суд отменил, он говорит, а теперь всем 10%, и Скотт Бессент говорит, слушайте, что Трамп говорит, наш Верховный суд не ваше собачье дело, это мы с ними здесь будем сейчас там цацкаться и вообще-то бодаться и так далее, а вы будете платить по этим тарифам и все дела, и по-другому никак. Это для того, чтобы выйти из этой ситуации, одной победой над Ираном и я считал, что война против Ирана это будет не ради и ядерной программы Ирана. Ядерная программа Ирана это тревожит и колбасит Израиля.
Баллистика Ирана – это тревожить и колбасить Израиля. Вот эти прокси Ирана, которые являются эти 3 точки переговоров, что Хезболлах, что хуситы, что остальные там шииты, там фираки в Афганистане и другие, это мешает Ближнему Востоку, которые являются вассалами, в скобках уважительно их называют союзниками США, но самих США это не касается, и касается Израиля, который воюет с Хезболлой, потому что Хезболла считает необходимым и нужным уничтожить или тревожить Израиль военным образом постоянно. С этим все понятно. Но все остальное, ради что Америка будет бить сейчас по Ирану, это не вот эти вопросы. Главное – контролировать, то есть знаете, Александр, надо обратить внимание, мне отправили авионщики, то есть авиаспециалисты. Сейчас я вам скажу, для того, чтобы быть максимально доскональным, это очень важная деталь, это не просто так. Вот он здесь, так, секундочку, сейчас я вам скажу. Характеристики вот этих Геркулесов, вот этих самолетов. Почему это важно и на что это указывает? Почему Геркулес так важен для нашего пульса? Пульса в смысле понять, что там происходит. Это мне отправляют. Потому что если цистерна – это топливо для воздушного удара, то Геркулес является прямым сигналом о том, что будет сухопутная либо специальная военная операция. Почему? Потому что эти самолеты специально разработаны, чтобы они могли делать посадку не только на писты, а на прямой земле, абсолютно не трамбованной, не подготовленной, там, где есть даже щебень, камни, или там, где есть песок, пустыня. То есть, этот самолет специально разработан для десантуры энного количества войска. И там специально по количеству самолетов можно предположительно насчитать, что общий объем войск, который уже набегает примерно уже на 100-120 тысяч, который был пару-тройку недель назад под 60, под 80 тысяч, естественно, цифры абсолютно приблизительные, минимум 20-30, а может быть даже и 40 будут десантироваться на земле. И возникает естественный, важный и интересный, сверхинтересный вопрос. Куда, как, зачем? И это, я считаю, главной причиной, почему США будут бить, именно так будут контролировать Ираном. Будут ли они захватывать Иран? Нет, не будут. В этом нет никакого смысла, вернее, нету сил у них. Даже если эта группировка была не в 2, не в 3, а даже в 5 раз больше, даже у них, если было 500 000 солдат, они не смогли бы достичь до Тегерана. Это вообще категорически решительно же не стоит даже обсуждать. По земле, по крайней мере. Но этими силами, которые они там скопили, они могут взять, контролировать и шантажировать контролем над этими точками всю экономику, все финансы и всю энергетику Ирана. Это Абаданская большая, огромная рафинерия, где там и Тигр с Ефратом уже собираются, Кингюсский или Кингисийский, забыл, как его называют, вот эту рафинерию. Это остров Хар, который является огромным складом в Персидском заливе. Это Бандер-Аббас. Сам Бандер-Аббас потребует минимум 20-30 тысяч там десантура, где самый главный и, можно сказать, практически единственный большой по пропускной способности своей вход и выход всего Ирана. И это остров Урмуз и сам Урмузский пролив, потому что Урмузский пролив, если вы на карте, на Google там возьмете и измерите дистанции, он кажется 34 или 38 километров, смотря куда как. Это самое, вроде бы и достаточно. На самом деле ничего не так просто. Там вход в Персидском заливе возможен единственно и только с помощью иранских лоцманов. Но это не военное, административное, политическое требование, а это чисто лоцманское, технологическое требование, потому что только иранские лоцманы в состоянии провести вот эти танкера так, чтобы они не застряли в этих мелководьях, которые очень коварные там. Азовское море тоже смотрится очень большим. Вы сами знаете, какова, скажем так, средняя глубина там по Азовскому морю. Оно очень мелкое, и там большие корабли не могут зайти просто потому, что они сразу стрянут. Там та же самая ситуация. Для того, чтобы сохранить пропускную способность входа и выхода из Персидского залива, что очень живо интересует всех монархий Персидского залива, типа как будто вассалы в скобках альянсы, то бишь союзники Соединенных Штатов Америки, нужно ее сохранить. Иран уже грозился это перекрыть. Им достаточно пару-тройку танкеров просто там потопить, даже если пустые, и все. Там так узко, что одного, максимум 2 могут пройти параллельно. Хотя на карте смотрится 34-38 километров, это не берите в голову. Это действительно
очень узкое место. И для того, чтобы сохранить эту пропускную способность, они должны захватить это военным образом. Поэтому я считаю, что главная цель США для того, чтобы захватить нефть и газ Ирана и прекратить поступление нефти и газа Ирана в сторону Китая, это выкупить ее не на 45, а на 40% скидки. Примерно это, конечно, но все равно с могущественной скидкой путем контроля и шантажа вот этих 4 главных невралгических точек, без которых ни внос, ни износ, ни импорт, ни экспорт из Ирана и в Иране невозможны. Я считаю, что эти силы достаточно на вот что-то такое очаговое, но важно очаговое, неврологические очаговые. Заходить внутри Ирана, заходить в сторону Тегерана, боже упаси, никогда ни за что. Силенок у них на это нет. Да, друзья, значит, еще одну тему хотел бы рассмотреть с вами, Пламен, и будем переходить к итогам опроса и вопросам наших зрителей, поэтому оставляйте свои вопросы в чате трансляции. Так, предваряю, да, напоминаю. Значит, сегодня, как гром среди ясного неба, российская газета пишет: действия Дурова расследуют о деле о содействии терроризму. В статье отмечается, что по данным ФСБ теракт в Крокус-Сити-Холле в марте 24-го координировался через мессенджер. Также сейчас пишут о том, что есть претензии, внимание, о готовящемся госперевороте с использованием сети Telegram. В принципе, обвинения такие же, как и были у французов, что такое, по иронии судьбы, да, в общем, и против него завели уголовное дело. Песков это комментирует, говорит, Telegram нарушает сообщество, законы Российской Федерации, правила сообщества нарушают законы Российской Федерации, Telegram как бы не идет на контакт, хотя вроде, казалось бы, буквально там несколько дней назад проблему решили. Сейчас в Украине череда подрывов полицейских, то на заправке в Николаеве, то в Днепре внутри, во Львове, да, вот это была очень трагическая ситуация. Девушка полицейский погибла. Я не хочу разводить какую-то конспирологию, но мне, например, мои зрители, они писали, причем украинские, со Львова, писали, что-то тут нечисто. Сразу примчался мэр Садовой, начали заметать следы. Там же взрыв был один, потом второй. Как-то вот такое ощущение, что вот очень-то неспроста. Вот эту женщину с мужской стрижкой приняли, она там расплакалась, горела, я не знаю, ничего. И в Украине заговорили, что не, запрещать не будем Telegram, но будем как-то ограничивать. Да, ограничивать. Верещук, по-моему. Верещук об этом, Верещук, да. И потом глава нацполиции тоже, на следующий день. Что ждет Telegram, как вам кажется? Запретят ли его в России? Запретят ли его в Украине? Потому что, опять-таки, я могу, конечно, это будет не очень корректная параллель, но могу ее провести со Starlink. Тоже сообщили сегодня, что там задержали украинцев, да, украинца, которые регистрировали для российской армии терминалы. Причем это могло быть сделано и под чужим флагом, имеется в виду, что они думали, что там украинские военные на них вышли. Это все, игры спецслужб, но им грозит пожизненно. Пожизненно. То есть нормально. Просто Starlink это тоже оказалось, это элемент свободы, это элемент без ограничений. Твой провайдер никак тебя, в общем, не ограничивает. Ты тоже пользуешься всем интернетом абсолютно в любой точке. Но эту свободу начали, видите, как, во что она переросла. Сейчас как бы Telegram на очереди. Во-первых, Песков, главный юрист офиса президента Российской Федерации Дмитрий Сергеевич, я скажу деликатно, потому что у меня к нему никакие личные претензий нет, именно на личном уровне. Я скажу деликатно, он лукавит. Telegram на самом деле старался идти навстречу, и недавно я читал, что более 500 тысяч каналов и групп они уничтожили, заблокировали именно по причине той, которую вы только что озвучили, что это террористы, это люди, которые занимаются детской либо другой там порнографией, то есть нарушают правила, нарушают законы, и это действительно омерзительно.
И они это делают, то есть, как им подают сигнал, что там такие-то сякие, мы вам коды, чтобы вы вместо нас этим занимались, не дадим, но дайте список, мы это сделаем, и они действительно делают. Это количество не маленькое, 500 тысяч все-таки, надо это как-то честно признаться. Так что Telegram закрывают по другим причинам. Они просто хотят втюхать и впарить насильственным грубиянским методом вот этот Макс, который сырой, который корявый, который не в состоянии выиграть вот эту битву состязания по конкурентным качественным преимуществам. То есть они пытаются монополизировать Макс. Это и чисто такие невидимая рука рынка, административная невидимая. Она очень невидимая, нужно признаться, конечно, рука рынка, которая из таких благих побуждений, что Телеграмом пользуются плохие ребята, как будто Максом пользуются только, скажем так, ну, какие-то благоприличные девы и монахини, что-нибудь такое. Ну да, это лукавство. Это лукавство в лучшем случае. На самом деле это омерзительная штука. Кстати, они собираются запретить интернет. Не спрашивайте, что взамен. Не спрашивайте, что они приготовили взамен. Я понимаю, когда ты входишь, вернее, как это сказать, понимать? Ну да, понимаю, когда ты входишь в Японию, либо в Китай, не можешь пользоваться вообще своим мобильным телефоном, если у тебя не будет VPN, а он разрешен единственно только для таких иностранцев-туристов, ты не можешь посмотреть ни на почту, ни на что, хотя интернет вроде бы есть везде, и у них нету Фейсбука, у них нету этих мессенджеров, у них есть WeChat, например, в Китае, и все дела, и таким образом Китайская Народная Республика предоставляет максимальный объем сервисов всем своим, скажем так, гражданинам, но при этом сохраняя все свои права на социальный рейтинг, на контроль, в результате чего там, естественно, у каждой монеты есть две стороны. С одной стороны, это безопасно, то есть безопасно имеется в виду криминогенность снижена к нулю, реакция на любой там аварии, на насилие на улице, что-нибудь такое снижается меньше 15 минут, некоторые говорят 11 с чем-то или 12 с чем-то минут в среднее время, потому что все это происходит абсолютно очень быстро. Не нужно там свидетелей искать, погони, там как в Америке, всякое такое. Там это практически до этого вообще не доходит. И да, это имеет определенные положительные эффекты. Отрицательные не будем обсуждать, они и так понятны. Но Starlink, понимаете, все сначала говорят, у нас территория свободы. Свобода слова, свобода действий. Все сначала продают свободу. Потом, как эта свобода становится, как эта технология, платформа становится более-менее количественно популярна, соблюдаются законы диалектического материализма, что количественные накопления перерастают в качественные изменения. И вот это качество, которое изначально нас привлекало, то бишь свобода, внезапно становится контролируемой свободой и постепенно начинают контролировать, прижимать и уничтожать. Я вам так скажу, здесь в Болгарии украинцы буквально торгуют и продают вот эти спертые Старлинки, новенькие, не открытые, то есть не уже использование, бывшее употребление, что называется. Правда, я еще не покупал, искушение было некоторые такое сделать, потому что действительно, где бы ни было, ни мобильная связь не ловит ни то, ни другое, но Starlink должен работать, если ты собираешься попадать и где-то быть в таких местах. Такие места, конечно, в Болгарии тоже есть, в каждой стране такое есть. Да, Starlink дело такое. То, что вы описали, один раз их покупаю в Дубае, второй раз буквально украинцы продают российской армии. Я так себе на минуточку представляю, если с точки зрения спутников Илона Маска, они видят иное количество старлинков, которые работают в этой серой зоне. А как им отфильтровать? Вот эти украинские, вот эти русские. Когда вот эти русские, они зарегистрированы под украинские, они действительно находятся в зоне боевых действий, значит, это вполне могут быть и действительно легальные украинские. Там не разберешься. Там не так просто. Но... Да, я думаю, что здесь нету... Это всегда кинжал с двумя лезвиями. Это всегда монета с двумя сторонами. Невозможно сказать, это хорошо или плохо. Это всегда зависит от того, в каких целях и кто этим пользуется. Здесь невозможно определить. Путем запретов, путем запрещений, преследований, как вы говорите, пожизненное, всякое такое, это дикость, которая выдает слабость и не способна с ума
горе от ума, слабость ума придумать что-то, чтобы идти в этой конкурентной борьбе и войне умов. Любая война – это, в первую очередь, война умов. Не обязательно, чтобы технически и количественно более сильные выиграть эти войны. Мировая военная история узнает и записала уже огромное количество примеров, когда более малочисленные или даже более слабые изначально побеждали. Мифология Давид против Голиаф в том числе, библейские. Так что война умов. Если у тебя ума нет, ты начинаешь запрещать. Ну, я помню, говорили там, да, ума нет, считай калека. Ну, понимаете, тут тоже момент такой. Можно запретить, ну, там, электричество. Да, да. Вполне. Да. Ну, электричество ж русские используют, да? Ужас какой-то, да. Или электричество используется, когда свергается там та или иная власть. Да? Ну, конечно, давайте запретим электричество, давайте запретим пауэрбанки, давайте запретим... Ну, в общем, там марки телефонов отдельные, там китайские телефоны давайте запретим. А они все китайские, ну, все, значит, запретим. Ну, вот в таком духе, понимаете? То есть, эта логика абсолютно понятна. Значит, друзья, подведем итоги нашего сегодняшнего опроса. Он такой: когда закончится война? 11% весной, 11% летом, 17% осенью, 60% думают, что год-два будет идти. Точно расстраивайте, многоуважаемая аудитория. Ох, расстраивайте. Хотя, видите, как это вот трезвая оценка того, что будет происходить. И судя по всему, что... Ну, вот сейчас же будет, ну, зима отступит окончательно, настанет весна, до весны осталось совсем чуть-чуть, потом потеплеет, зеленка, это как бы новый виток, это всегда так было, поэтому все ждут, в общем, ожесточения боев с точки зрения военной логики, да, а вот это все-таки переговорная история превращается в интертеймент. Вот это, кстати, очень большая и тяжелая вещь, которую я так напоследок хотел бы по итогам опроса преподнести. Вот эти многочисленные интервью, их же уйма просто, понимаете? Зеленский дал уйму, вагон и маленькую тележку. Выходит его, как некогда пресс-секретарь, есть такая Мендель, специфический человек, и, в общем, что пишет? Говорит, Зеленский оказался главным бенефициаром войны. Находясь на грани потери власти еще в 2021 году, война позволила ему процветать, зарабатывая на всех аспектах этого конфликта и получая почти неограниченную власть внутри страны, одновременно купаясь в лучах мировой славы. Наша демократия находится в настолько хрупком состоянии, что едва ли отличается от любого другого автократического режима. Крайне ограниченная свобода слова, институты ослаблены, нарушение основных конституционных прав, политические преследования, а человеческая жизнь ценится так же мало, как и в любой автократии. Тоже ведь неспроста прозрела Мендель. Не просто так у нее крик души по поводу 24 числа, но можно как угодно к ней относиться. И я, в принципе, тоже к ней как угодно отношусь. Но тут с этим нельзя не согласиться. Но пишет на английском, на Запад ориентируется. 100% с ней согласен. Даже не знаю, кто это такой. Наверное, есть основания, грубо говоря, иметь неоднозначные отношения, раз вы и так говорите. Не знаю, кто это человек. Каждая буковка могу подписаться и думаю, что это чистая правда. Плохо в том, что люди начинают глаголить правду только после того, как они выходят из должности. Ну, что, она все еще при должности, нет? Нет, конечно. Вы что? Это Юлия. Понятно. Да, друзья, значит, переходим к вашим вопросам. Всем большое спасибо, что оставляете заранее. Пишите в чат трансляции. Александр в сообществе YouTube пишет, куда подевался дух украинцев казацкий. Те, кто сейчас служит власти, больше похожи на потомков полицаев, чем на наследников Ивана Серко и Ивана Багуна. Это очень важный вопрос. И он является, скажем так, вопросительным подтверждением того, что мы обсуждали, к сожалению, еще в прошлом году, что одна из целей этой войны – это ликвидировать модальное, патриотическое, буйное, живое, энергетическое часть населения для того, чтобы оставить только коллег,
халуев, слабаков, трусов и людей, которые не в состоянии сопротивляться в силу массу других, в том числе и физических причин. Так что куда подевался дух? Дух лежит в земле, закопанный, и удобрять эту землю и делать ее черноземом. Потому что, еще раз, по-моему, под 3,5 миллиона уже убиенных с обеих сторон вместе взятые. И если прибавить груз 300, то бишь коллег, раненых и так далее, которые всегда в любой войне от 3 до 5 раз больше, можно получить объяснение, куда подевался этот дух. Когда у тебя нету руки, ноги, другие части тела, и когда ты на уровне более-менее сознательной овощи, как-то дух Серко, как-то проблематично уживается, скажем так, уже в такой материальной оболочке. Ответ вот такой, грустный, к сожалению, ужасный. Вопрос. Зеленский сказал о войне, что больное государство напало на суверенное. Полагаю, вы с ним согласны в определении России. Скажите только, а кто сегодня не болен и больное на суверенное? Это получается красное на кислом? Во-первых, несуверенное напало на несуверенное. И в этот момент Украина была более несуверенной, чем Россия, которая все равно несуверенная. И эта несуверенность России, ее можно, конечно, долго разговаривать. Мы сейчас находимся в режиме блиц, поэтому я слишком сильно разливаться по времени не хочу, но определение Зеленского не имеет ничего общего с правдой. Если речь шла именно о том, какие это государства, оба государства незаконные. Потому что распад Советского Союза незаконный как с внутриправовой точки зрения, так и с международно-правовой точки зрения. Нельзя раскалывать Союз нерушимых республик свободно эксплуатировала навеки Великая Русь в год, когда был 17 марта проведен всесоюзный референдум, на который 73 или 77% Украинской Советской Социалистической Республики проголосовали за сохранение Советского Союза, не за отделение независимой и незалежной Украины. Так что незаконность порождает именно такие войны, никак по-другому. А потом собирать все это опять заново происходит именно по этому сценарию. Когда Китай объединялся, целые провинции вырезали. Когда Япония объединялась с Шокунатом Токугава 250 лет, тоже войной это делали. Когда Бисмарк объединял Германию, огнем и мечом это делал. Когда Джузеппе Гарибальди объединял Италию, тоже неблагим словом это делал. Так что уж извините, ребята, если допустили вот такое 8 напротив 9 декабря 1991 года в Вискуле Беловежской пущи, если их охрана не пристрелила сразу, если дополнительная охрана не пристрелила охрану, которая их не пристрелила, чтобы потом их пристрелить, и если потом весь этот народ схавал и сказал, давайте мы сами с ушами, вот вам и цена, вот вам и последствия. Думали по-другому, никогда не бывает по-другому. Так, Оксана возмущается. Неужели вы осмеливаетесь рассуждать о свободе конкуренции и выражения мнения в условиях, когда именно Европа, центр Европейского Союза, занимает лидирующую позицию по количеству задержаний граждан за их высказывания и посты? На самом деле она немножко не права. Лидирующее мнение по арестованных граждан именно с их высказываний и посты занимает Великобритания, которая не является евросоюзной страной. Дальше по Западной Европе это действительно так, она права. И слава богу, в Восточной Европе мы все еще пользуемся вот этими, скажем так, нашей дикостью балканской и восточноевропейской. И у нас свобода слова значительно больше, меньше, чем хотелось, конечно, но значительно больше, в разы больше, чем в Западной Европе. Когда западные европейцы приезжают в Болгарию, видят, что это такое, либо общаемся и рассказываем, как мы здесь выражаемся. Негр можно назвать негром, черное можно назвать черным, белое можно назвать белое, гомосексуалист можно назвать греческим словом на букву П, что называется, и так далее. И у них сначала вот такой ступор, они глаза круглые, потом начинает им нравиться, они тоже входят в эту струю, потому что долго, понимаете, или сдерживались говорить то, что есть. Так что она частично права, я уточнил, в чем она недоправа. Так, значит, из клуба зрителей вопрос от Анны, вопрос уважаемому Пламенну. А что у США с Венесуэлой? По-моему, не все так гладко. Нефтяные компании, кажется, так и не зашли. Управлять чужой страной силой мысли из Вашингтона не очень получается. Суд над Мадуро может оказаться таким же неожиданным, как и решение Верховного суда по санкциям Трампа. Куда им еще Иран? Гладко не получится. Иран ведь не Венесуэла.
Ну, все, что она описала, это практически вообще спорить не буду. Это именно так. Молодец, что так хорошо видит, понимает и углубленно следит за этими событиями. Наверное, что с Венесуэлой, главный итог, главный плюсик, назовем это так, плюсик с точки зрения США, это то, что уже они контролируют, куда и как, на какие условия будут идти венесуэльские танкера с этой их венесуэльской нефтью. И да, американские компании действительно все еще не зашли, потому что они не уверены, и потому что они не поддерживают то, что сделал Дональд Трамп. Почему не поддерживают? Потому что те же самые американские компании, которые были, ну, скажем так, с начала правления Уго Чавеса действительно он все национализировал, под конец правления Уго Чавеса начали возвращаться те, которые были согласны платить, ну, там, пошлины, таксы и все остальное в бюджет и Венесуэлы на базе чего там социальные обязательства там выплачивалось. И времен Мадуро он еще больше либерализировал, и большие американские операторы вернулись и чувствовали себя, ну, почти так же, как во времена до Уго Чавеса. Почти. Не совсем, но почти. А когда Трамп, ну, это самое, ну, у них бизнес, естественно, бросился. Поэтому они не знают, возвращаться, нет, а как, а что. Потому что главная добыча там велась на уровне озера Маракайбу. 80 лет там почти все выкачано, там почти все вынесено. Ну, наверное, есть остатки, но это уже не то. А там, куда нужно это разведывать, в бассейне, левый берег реки Уриноко, в этих джунглях, там нужны достаточно большие капитальные вложения. Не каждый на это пойдет. Да, там разведанные объемы оцениваются в огромных, самые большие в мире, что называется. Но иди, как мы и с вами, вы в том числе здесь сразу сделали замечание, недра это недра, ну иди и добей вообще-то, иди возьми. Сколько капитальных вложений, сколько лет, сколько миллиардов и сколько неизвестности там есть. То есть они не возвращаются не потому, что только там Мадуро там и всякое такое, а потому что там, где жирный кусок, он не такой легкий добычи. Ну, там многие вопросы. Не буду разглагольствовать, у вас еще вопросов есть. Значит, зачем плавучий госпиталь США подошел к Гренландии? В чате трансляции интересуется пользователь. Для того, чтобы премьер-министр Гренландии Йенсен, или я постоянно забывал, или Йенс, ну, неважно, он датчанин, премьер-министр отказал и сказал, а у нас система здравоохранения без этого работает. Хорошо, шикарно, у нас медицина бесплатная, так что ваш этот самый американский госпиталь, поскольку он американский, пожалуйста, чешите обратно. То есть, вот этот датчанин в статусе премьер-министра Гренландии, 58-тысячное государство или там автономия, оказался парень стержневой, то есть лицо мужского политического пола, коих не хватает в многих частях мира, в том числе и в Белокаменной. И он им дал разворот. Куда уж 58-тысячная Гренландия против этого представителя 350-миллионного государства, первая военная сила в мире. Так что, куда они плыли, это их дело, но уже для них судьба обратно. Они там не нужны, туда их не приглашали. Янки, go, home. Все. Вопрос. В Болгарии есть база Великобритании? В Великобритании нет, есть 4 американские базы, есть 5-я военно-морская, которая типа как будто центр управления НАТО военно-морская севернее от Варны, но де-факто она тоже практически американская. Есть американские желания заполучить одну из наших тоже черноморских баз, которая находится южнее города Бургаса, Атия. Британских баз нет, но есть британское посольство, которое рулит всеми этими процессами, и находится оно на невероятно узловом месте в самом центре Софии, не потому что это в центре Софии, потому что там самый узел подземных коммуникаций, телекоммуникаций и всего остального. То есть они слушают, знают, контролируют и оперируют под своим посольством абсолютно всеми политическими и любыми другими государственными интимностями и тайнами Болгарии. Так что у них им этого хватает. А другой оператор, который правит Болгарией, это не американское посольство. Там посла уже нет год, как уже. Просто мы без посла, но правит американская демократическая партия путем инструментами Джорджа Сороса, который Дональд Фредерич Трамп как-то перестал финансировать из госбюджета США. Ну, демократические ресурсы, которые, ну, грубо говоря, частным образом туда заливают деньги, они не отказались. Кстати, Александр Сорос, частый гость
в нашей Вардарской Болгарии, который неизвестно почему пока что принято называть Северной Македонией, и очень частые гости, я так замечаю, и в Незалежной, там в Киеве мать городов русских. Так что ничего хорошего, где эта семейка с этими там специфическими родом деятельности так часто любит бывать, не следует ожидать. Баз нет, но британское присутствие незримое, но ощутимое, категорически решительно есть. Угу. Значит, так верите, что дадут бомбу? Или очередные страшилки, уточняет у вас пользовательница? Это не вопрос веры, это вопрос интересов, возможностей интересантов. Интересанты есть, возможность есть. Если в максимально скорое время не будет, грубо говоря, подписан действительно в рамках пару-тройку месяцев, по возможности пару-тройку недель, какой-то документ, который прекращает огонь, и который наводит некоторые другие там мониторинги, управление процессами и так далее и тому подобное, то еще раз, есть возможность, есть интересанты. Есть, конечно, те, которые против, и это вопрос балансов, чья возьмет. Дай бог, что не будет. Но слушайте, главное, что британцы, которые хотят, у них нет. То есть у них есть тактические ядерные заряды под контролем американцев, то есть они только дислоцированы в Великобритании. Другие, которые там типа как будто собирались в этом деле помогать, а у них с этим делом тоже не сильно хорошо поставлено. Пока американцы против, я думаю, что бомбу все-таки не дадут. Пламен Пасков был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Братья и сестры, товарищи, дамы и господа, господа офицеры, господа не пьющие, не офицеры, друзья, не друзья, враги, троллы и боты, вы тоже люди, вы все знаете. Не буду вам постоянно повторять. Выключите, пожалуйста, телевизоры, включите мозги, сделайте себе подписку. Если пропустили, колокольчик второй раз, черненький, чтобы и на каналы Шелестона, Шум Шелестона, Пламен Пасков.ру и на другие подобные альтернативщики, потому что, поверьте, из зомби-визоров, из зомбоящиков одна только ядовитая радиоактивная зловонная пропаганда, которая превращает мозговую субстанцию в фекальную такую. С нами хотя бы вы можете быть не согласны и спорить, но мы даем другой ракурс, который поможет вам найти хотя бы ваше собственное мышление, точка зрения и взгляд. Поэтому, пожалуйста, вырубите все это, и все у вас приложится. Всего вам доброго, будьте с нами, продолжение обязательно следует. Друзья, спасибо, что посмотрели этот эфир. Поставьте лайк и напишите, что думаете в комментариях. Берегите себя и друг друга. Добра и света.